Первая часть State of Decay была далеко не идеальной, но произвела на меня довольно положительные впечатления. Она имела ряд проблем, но могла затянуть своей атмосферой голода, страха и беспомощности. Геймплей игры представляет собой более модернизированный игровой процесс по отношению к первой части. Оптимизация игры на отвратном уровне. При заявленных системных требованиях игра никак не соответствует данным параметрам. Картинка мыльная и неестественная, а детализация вообще на минимуме. Возможности Unreal Engine 4 реализованы крайне плохо. При этом довольно часто случаются проблемы с освещением, управление транспортом максимально аркадное, кривое и неудобное. Да, транспорт теперь можно чинить, заправлять и даже модернизировать. По отношению к первой части ассортимент автомобилей стал куда обширней. В багажник можно складывать вещи, которые не помещаются в рюкзак и карманы. Существует несколько видов рюкзаков, и каждый из них имеет свою условную единицу веса. У каждого персонажа существует свой порог веса, который нельзя переступать, независимо от вместительности рюкзака. В игровом движке присутствует много проблем и поломок. Персонаж может застрять в текстуре и пройти сквозь нее. Некоторые анимации деревянные и неестественные. Разработчики понимают о своих проблемах и добавили функцию на случай, если вы застряли в текстуре, которая помогает из нее выбраться способом телепорта. В игре присутствуют чумные сердца, некие сгустки инфекции, которые необходимо уничтожать. Кровавую чуму распространяют чумные зомби с красными глазами. Данная болезнь требует лечения специальной вакциной. С небольшой долей вероятности после смерти такого зомби с него может выпасть образец вакцины. Для создания вакцины необходимо 5 таких образцов. Перекочевало множество функций из первой части. Все так же можно забираться на вышки и осматривать местность на предмет транспорта и важных мест. На базах можно создавать различные постройки, которые помогут вам в выживании. Стрельбище развивает меткость поселенцев и позволяет создавать боеприпасы. Медкомплекс позволяет создавать вакцину от кровавой чумы и создавать различного рода медикаменты. Комната отдыха повышает боевой дух и предоставляет одно спальное место. Солнечный коллектор обеспечивает всю базу электричеством. Автомастерская создает улучшения для техники и повышает прочность всего транспорта. Это лишь малая часть того, что там есть. Все эти постройки можно улучшать и создавать различные предметы. Поначалу сложновато адаптироваться, а потому впоследствии теряешь драгоценное время, и твоя база может испытывать дефицит каких-либо ресурсов. Добывать предметы для выживания можно разными способами, например, находя их в различных зданиях или постройках, покупать у торговцев, получать от выживших в награду за спасение или воспользоваться функцией быстрого сброса. Также при помощи данной функции можно запрашивать один из 8 видов транспорта, каждый из которых один раз за 24 часа. Можно искать чумные сердца или определенный вид припасов. Теперь в игре можно выбрать лидера для своей группы выживших. Он станет главенствующей единицей в городе, которая будет отвечать за порядок и взаимопомощь между группами. Со временем на всей территории будут появляться поселенцы, нейтрально или враждебно настроены к вам. С нейтралами можно торговать и время от времени выполнять их поручения за очки репутации или припасы. Валютой в игре выступают как раз эти очки репутации. Они накапливаются за выполненные задания, возведение построек на базе, за уничтожение чумных сердец. В общем, за все то, что помогает вам или другим выжившим прожить как можно дольше. Выжить хотят абсолютно все, и каждый будет отстаивать свою часть территории. Вот только везет немногим. Играешь ты за одного из любимых персонажей. Он на последнем издыхании отбивается от постоянно возрастающей толпы зомби, и ты до последнего надеешься, что сможешь выбраться. А игра тебе такая: хуй тебе, о такой! Порой приходится принимать сложные и отчаянные поступки. Я приехал на помощь к одной девушке, в разгар битвы ее окружают зомби и не дают ей шанса выбраться. У меня кончаются патроны, а очки здоровья и энергии на самом минимуме. С болью в сердце мне пришлось ее оставить. Ты никогда не знаешь, что будет ждать тебя впереди.
Я был максимально уверен в успехе моей вылазки, а в итоге прятался на крыше с поломанным снаряжением, зараженный кровавой чумой, на последнем издыхании и без намека на спасение. С помощью рации я вызвал машину и просто чудом успел до нее добежать. Графодрочерам и любителям идеальных игр здесь делать абсолютно нечего. Здесь отвратная оптимизация и кривое освещение. Но эта игра цепляет своей атмосферой. Она заставляет чувствовать себя жертвой, а не охотником. Ты не предугадаешь завтрашний день, и тебе постоянно приходится быть в напряжении. Подводя итог, скажу, что игра получилась далеко не такой, какой ожидал ее увидеть. Но она все равно затягивает, и ты хочешь в нее играть. Тебе интересен этот мир, атмосфера голода и смерти. Отсутствие прогресса есть сам прогресс. Take it on if you please, you want more.